Всем привет, с вами Тори-чан. Я обычно не люблю делать видео на такие темы, потому что я не хочу говорить о политике, и хоть это видео и о радиоактивной воде, которую спускают в океан с атомной станции Фукусима в Японии, оно напрямую связано с политикой, к сожалению, но я попытаюсь немного разбавить политические разговоры социальными аспектами и расскажу вам, что же происходит, как в Японии подают эти новости, как японцы относятся к тому, что сейчас сливают воду в океан, и также это видео, чтобы вы могли отослать друзьям, кто верит новостям из ТикТока или из Инстаграма отправлять. Для начала, в 2011 году в префектуре Фукусима, это префектура, которая находится выше Токио, она севернее находится, произошла авария на атомной станции Фукусима. Из-за большого землетрясения было большое цунами, которое затопило станцию, вызвало пожар, и последние 12 лет Япония пыталась как-то бороться с этими последствиями. И один из способов, как они боролись с последствиями этой аварии, это охлаждение радиоактивных реакторов водой, из-за чего, конечно же, скопилось очень много воды. И сейчас эту воду уже выпустили и постепенно будут выпускать в 4 большие фазы в океан. И из-за этого сейчас много вопросов у людей в комментариях у меня и, в принципе, в мире, как японцы относятся к этому и почему так много разных мнений на этот счет. И хочу сразу сказать, что в зависимости от того, в какой стране вы находитесь и на каком языке вы читаете новости, информация будет совершенно разная. Поэтому информация, о которой я буду говорить в этом видео, основана на новостях, которые я читаю на 4 языках из разных источников, но при этом она все равно немного профильтрована через мой опыт жизни в Японии как жителя и гражданина Японии. Поэтому, если информация в этом видео отличается от того, что вы слышали и знаете, это потому что вы, скорее всего, читаете информацию из других источников на других языках и также фильтруете ее через вашу жизнь в стране, где вы проживаете. Как житель Японии скажу, что новости о том, что будут спускать эту воду в океан, были еще, наверное, 5 лет назад. Это не новая вещь, что Япония собиралась сливать эту воду в океан. То есть японцы об этом знали. И эти новости нам говорили примерно каждые несколько лет, что вот, эту воду с Фукусима нужно будет слить в океан. Вода наполняется, ее нужно будет когда-нибудь слить в океан. У нас есть план через год, в 2023 году, в эту дату начать сливать воду в океан. То есть в Японии об этом знали уже несколько лет. Это совершенно не новая вещь для жителей Японии. Как я понимаю, это новая вещь для многих других людей, поэтому такая большая паника. Но мы были к этому уже ментально, морально готовы. И Япония в этом плане очень подготавливает всегда своих граждан внимательно и медленно, поэтому, допустим, ситуация с короной, Япония начала делать вакцинацию очень поздно по сравнению с другими странами, но это только потому, что японцы очень долго собирали разные тесты, информацию о том, какие есть побочные эффекты, сколько человек может умереть от вакцины и так далее. И вся эта информация подавалась жителям Японии, и ты смотришь и понимаешь, что вот такой есть риск. Благодаря этому в Японии хоть и позднее начали вакцинацию, но здесь сейчас вакцинировано, наверное, 90% людей, и здесь было меньше протестов против вакцины, поскольку люди доверяют государству, поскольку государство все очень четко и очень понятно объясняет для обычных людей. Что очень важно, есть доверие к государству. Не полное, конечно, но оно есть. И это же касается и этой воды с Фукусима станции, потому что мы знали, что это будет когда-нибудь, это произойдет, и также в японских новостях показываются данные исследований, сколько радиации в воде будет, сколько это как будет влиять. Я не буду приводить реальные цифры вслух, я потом прикреплю сюда куда-нибудь цифры. То есть, когда ты знаешь, как оно в реальности, в цифрах, это воспринимается намного легче, чем когда просто слышишь новость, что в Японии сливают радиоактивную воду. Поэтому я понимаю, почему многие люди паникуют. Почему Япония сливает эту воду в океан, а не оставит ее стоять в танках?
В танках эта вода стояла 12 лет, что в 2 раза больше нужного срока, чтобы некоторые радиоактивные элементы распались, как говорят японские исследователи. И, как говорит Япония, там уже не осталось места. И это не только занимает много места, но и это довольно денежно затратно. Поэтому у Японии нет выбора, как как-то избавиться от этой воды. И из всех вариантов, как можно от нее избавиться, один из самых безопасных вариантов — это слить эту воду в океан. И самая главная фраза этого видео — это то, что это не просто радиоактивная вода, а это вода, которая ниже уровня радиации, чем природная радиация. То есть в нашем мире есть естественная природная радиация. Я думаю, все это в школе учили. И вода, которую будут сливать в океан, которую уже слили почти в океан, это не радиоактивная вода, как многие себе, наверное, представляют, ой, радиоактивная вода, а вода с уровнем радиации ниже природного уровня, что значит, что она безопасна для окружающей среды. Вот данные BBC News. И это самое важное, наверное, что японские граждане поняли за время, когда нам рассказывали о том, как будет происходить процесс слития этой воды, что эта вода безопасна. Почему? Потому что ниже уровень природной радиации и ниже даже тех стандартов, которые требуются для слития воды с атомных станций в океан. Это мировая практика — сливать воду с атомных станций в океан. Есть данные, что тот же Китай сливает в 3 раза больше радиоактивной воды, где показатели выше, чем сейчас Япония сливает. И это следует тоже понимать, что Фукусима реактор звучит очень пафосно, и что многие знают, что это за реактор, катастрофа, так же, как и Чернобыль, но это просто на слуху. Есть много таких же выбросов с атомных станций в океан, о которых просто не говорят, и они не становятся новостями, но по факту это одно и то же. Если эта вода настолько безопасна, почему они не поливают ей поля? Потому что она безопасного уровня для слития в океан, где остаточная радиация быстрее разлагается, а не для поливания овощей. Если эта вода настолько безопасная, почему тогда в Корее и в Китае настолько много протестов и обычные люди против того, чтобы Япония сливала эту воду в океан? А почему в Америке есть люди, кто считает, что Земля плоская, хотя у них есть Илон Маск и SpaceX? Почему есть люди, кто считает, что 5G вредно для здоровья, хотя его используют по всему миру? Это показывает не то, что в реальности эта вода опасная, а это прекрасно показывает отношения между странами и политику между странами, потому что, как я сказала ранее, то, как вы думаете, как я думаю, как мы все думаем, фильтруется, формируется через место, где мы живем, через новости, которые мы читаем. Поэтому, опять же, я сейчас говорю как японцы, поэтому имейте это в виду. Люди, которые живут в Корее, люди, которые живут в Китае, фильтруют всю информацию через окружающую среду в их стране. И Япония, Китай и Корея не в самых лучших отношениях. Да, особенно с Китаем Япония не в самых лучших отношениях. Поэтому Корея, именно правительство Кореи, с Японией сейчас пытаются наладить отношения, и именно корейская сторона официальная говорит, что уровень радиации в этой остаточной воде ниже безопасного, поэтому они не говорят, что эта вода опасна. 배출 기준을 충족하며 3중 수소의 경우에는 더 낮은 수준의 목표치를 달성함으로써 IAEA 등 국제 기준에 부합함을 확인하였습니다. Но при этом они говорят, что они не могут поддержать Японию в этом выборе, что, это их мнение, конечно, но они не утверждают, что это опасная вода. Насчет Китая не могу ничего сказать, но Китай запретил ввоз японской рыбы и моллюсков в Китай, что очень интересно, потому что знаете, что еще Китай запретил пару лет назад? Японскую мраморную говядину ввоз в Китай до сих пор запрещен, но при этом в Китае она продается, но просто, как это называется, параллельный импорт японской мраморной говядины в Китай, что не дает японским фирмам зарабатывать нормально и расти на китайском рынке. И
Это же касается сейчас того, что Китай запретил ввоз японских морепродуктов. Потому что, как бы это назвать, чтобы многие меня поняли? Это похоже, знаете, на что? На санкции. А для чего вводят санкции, возможно, некоторые из вас знают? Для того, чтобы создать условия для переговоров на условиях страны, которая ввела санкции. Да, потому что Китай — это самый большой закупщик морепродуктов японских. Почти 90% японских морепродуктов покупает Китай. И для Японии это огромный удар по бизнесу. Поэтому, если бы Китай по-настоящему настолько волновался насчет воды с Фукусима, то они бы должны были не сейчас запретить ввоз японских морепродуктов, а вместе с Японией еще до того, как сольют воду в океан, проводить разные исследования, насколько эта вода безопасная, решать как-то эту проблему вместе, что с этой водой делать. Но почему-то этого не было, хотя о том, что Япония сольет эту воду в океан, было известно уже нет информации. Также меня спрашивали, а что, если Япония врет, что эта вода безопасных уровней радиации? Ну, тогда остается только вешаться, потому что у нас, у обычных граждан, нет возможности взять образец воды в океане и проверить его на радиацию в наших домашних лабораториях. Мы можем только верить данным, которые нам предоставили японские ученые. И если вы не верите японским ученым, то читайте другие источники тоже. Допустим, я также читаю англоязычные источники, и многие англоязычные ученые согласны с японскими учеными. Даже корейская сторона официально заявила, что она согласна с Японией, что это вода безопасных уровней радиации, но она не поддерживает слив этой воды в океан, это разные вещи. И я знаю, что у многих русскоязычных людей есть большое недоверие к государству, интересно почему, но в Японии такого нет. Японцы в большинстве случаев верят государству, и не всегда на 100%, верь да проверяй, доверяй да проверяй, но редко бывает такое, что японцы не верят каким-то данным ученых или думают, эти числа, они правильные или нет. Такое здесь редко бывает. И раз мы уже говорим о менталитете и о том, как сами люди относятся, насчет Кореи и Китая я не могу ничего точно сказать, потому что я там не живу, я там не была. Могу сделать предположение, что поскольку у этих трех стран не самые лучшие отношения, на обычном уровне граждан есть много разных слухов, много разных новостей, из-за чего волнение, недоверие, и также мы, обычные люди, очень боимся слова радиация, Чернобыль, Фукусима, всем известно, поэтому могу понять, почему в Корее и в Китае есть волнение на уровне обычных жителей, это вполне себе логично, поскольку у них не так много информации, которая есть у японских граждан, скорее всего, об этой ситуации и новостей, и также поскольку не очень хорошие отношения у этих трех стран, политическое. И насчет Японии и японцев. Есть много японцев, кто к этой ситуации относится примерно как этот эмоджи, что вы шумиху навели, но также, конечно, есть японцы, кто боится, кто не доверяет, кто точно не понимает, что происходит, и есть люди, кто волнуется насчет репутации Японии, допустим, многие рыбаки и люди, кто связан с рыболовством японским, были изначально взволнованы не из-за уровня радиации, а именно из-за того, что это будет плохо как-то влиять на репутацию Японии и японских морепродуктов, и они, конечно же, оказались правы. Также есть японцы, кто реально считает, что как бы эту воду не фильтровали, как бы они не проверяли уровни радиации, как бы ее не разбавляли с речной водой и не говорили, что уровень радиации в этой воде ниже природной радиации, все равно это грязная вода, которая была на атомной станции, поэтому это грязная вода, не-не-не, ее нельзя сливать в воду. И я немножко расскажу о том, что говорит японский бизнесмен по имени Хория-сан, очень знаменитый бизнесмен и также политический деятель в Японии, потому что он очень хорошо описал эту ситуацию и это японское мышление. В Японии с древних пор из-за религии и также из-за структуры общества есть отношение к вещам, что если что-то запачкалось, если что-то грязное, то как ты не пытайся эту вещь помыть, смыть в реке,
она всегда будет грязная. Это относится не только в данном случае к этой воде с Фукусима, но и в принципе в Японии раньше были касты людей, кому нельзя было дотрагиваться, сейчас уже нет. Раньше было такое, что если ты из этой семьи, из этого поселка, то другие люди даже до тебя дотронуться не могут, касты, потому что ты грязный. И неважно, что уже много поколений назад кто-то сделал плохое в твоей семье. Ты не можешь, до тебя не могут дотронуться. Это же касается и месячных. В Японии почему девушки не могут зайти на додзё, где выступают сумоисты, потому что считалось, что у девушки приходят каждый месяц месячные, и она грязная. Да, поэтому девушки не могут заходить в священные места, как вот додзё сумоистов, это священное место. И это не я выдумываю, это говорит Хория-сан, и это из японской истории, что есть вещи, которые, как бы ты ни пытался их омыть, они грязные, и это никак не исправить. Это есть до сих пор в японском мышлении некоторых японцев, не всех. Поэтому есть японцы, кто очень против того, чтобы сливали эту воду с Фукусима, даже несмотря на научные данные. Именно из-за того, что в Японии есть такое мышление. До сих пор в Японии девушки не могут выходить на доджо, где сумоисты сражаются, тоже из-за этого мышления. Как бы не говорят открыто, что потому что у тебя месячные, но оно оттуда пошло. И кто знает японский язык, посмотрите полное видео Хория-сан, потому что он очень понятно объясняет отношение японцев к Фукусиме и к тому, как эту воду сливают, и почему есть люди, кто не доверяет, почему есть люди, кто говорит обратные вещи, несмотря на то, что есть факты и научные какие-то данные, которые нам всем дали. И, как я сказала ранее, у нас остается только возможность или верить, или нет. Но если не верить, то можно не верить вообще ничему в этом мире. Это все элиминация, или как это называется, все против нас, да. И также мое личное отношение к этой всей ситуации. Я не говорю сейчас, что окей, давайте пить воду с Фукусимы, нет. И, конечно, хоть и есть данные, что по всему миру эта практика обычная, из многих атомных станций сливают воду в океан, и не только Япония, но и Корея, Китай, Франция. У меня есть вопросы к этим данным, если это правда, почему так много. Несмотря на то, что это всемирная практика, я не говорю, что это нормально. Конечно, хотелось бы, чтобы не сливали воду в океан. Конечно, хотелось бы, чтобы не было катастрофы на Фукусиме. Конечно бы хотелось, чтобы не было микропластика в наших океанах, который непонятно как влияет на рыбу, на человеческое тело. Микропластик в воздухе 2.5 ppm, который с разных заводов на нас летит. Очень бы хотелось, чтобы всего этого не было. Но, к сожалению, есть много чего, что хотелось бы, чтобы не было в этом мире. Я лично предпочитаю верить в человечество, в наших ученых, что они не дураки и работают во благо человечества и Земли, чтобы мы могли здесь жить долго и счастливо, не загрязняя окружающую среду, и придумывают разные новые возможности, как мы можем сосуществовать с природой. И поэтому я выбираю верить японским научным данным, и что это действительно был один из самых безопасных выборов, который у них был, что это безопасно. Поэтому, да, это больше дело выбора, и каким новостям вы верите. Но опять же, читайте разные источники на разных языках, если вы знаете несколько языков. Включайте VPN, смотрите не только TikTok, не верьте, что в ТикТоке это правда, что это новости, и в Инстаграме тоже. Не верьте всем попавшимся блогерам, включая меня, проверяйте мою информацию тоже, кроме моей личной, конечно, информации из моего, разную информацию. Поэтому надеюсь, что вам было интересно это видео. Можете не писать комментарии. Всем пока.